Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня по просьбе моей подписчицы будем готовить знаменитое пирожное буше. Несмотря на название, созвучное с французским словом, к Франции оно не имеет никакого отношения. Изначально его готовили в республиках бывшего Советского Союза и продавали во всех кондитерских. Буше – это воздушный десерт, состоящий из двух бисквитов круглой формы с начинкой из крема и покрытой помадкой. Существует множество вариантов приготовления этого пирожного, и сегодня я покажу вам два из них. Будем готовить буше с зефирным кремом, а также со сливочным кремом и шоколадной глазурью. Приступаем к приготовлению. Для начала займемся бисквитным тестом. В чашу миксера выливаем белки, которые я предварительно отделила от желтков, и взбиваем их на средней скорости до появления легкой пены. В отдельную чашу выливаем желтки и растираем их миксером в течение минуты. Затем добавляем к желткам 2/3 сахара, а оставшийся высыпаем в белки. Продолжаем взбивать белки теперь на максимальной скорости миксера до увеличения объема в 4-5 раз, пока не образуется плотная блестящая масса. В процессе добавляем в желтки ванилин и продолжаем взбивать до светлой густой массы, которая должна увеличиться в объеме в 2-3 раза. Белки и желтки отлично взбились. Перекладываем третью часть взбитых белков к желткам и аккуратно смешиваем. Затем добавляем просеянную муку и все аккуратно перемешиваем, стараясь не осадить воздушную массу. После этого перекладываем ее к оставшимся взбитым белкам. И всю смесь еще раз очень осторожно перемешиваем до образования однородного теста. Вот такое легкое воздушное бисквитное тесто у нас получилось. Берем кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 2 см и как можно быстрее перекладываем в него готовое тесто. Выпекать бисквит будем на пергаментной бумаге, на которой я начертила окружности диаметром 6 см. При выпекании тесто слегка увеличится в объеме, поэтому размещаем круги на небольшом друг от друга расстоянии. Переворачиваем пергамент обратной стороной, опускаем кондитерский мешок как можно ниже к противню и отсаживаем воздушное тесто по нарисованным окружностям. Рецептура бисквитного теста для буше отличается от обычного тем, что белков используется в 1,5 раза больше, чем желтков. В результате тесто получается более плотной, устойчивой консистенции, оно прекрасно держит форму и отлично подходит для отсаживания на бумажные листы. Отправляем бисквит в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20 минут. Замечу, что бисквит необходимо выпекать сразу. Оставлять тесто в кондитерском мешке или на противне нельзя, так как оно может опасть. Из этого количества теста у меня получилось 36 бисквитных лепешек. Затем выключаем духовку и, не вынимая из нее буше, даем им остыть. А тем временем приготовим зефирный крем. Желатин заливаем холодной кипяченой водой, перемешиваем и отставляем в сторону, чтобы он хорошо набух. Яблочное повидло протираем через сито в небольшой сотейник. Добавляем сахар, перемешиваем и провариваем на медленном огне 5 минут, пока растворится сахар и смесь слегка уварится. Этот процесс я оставила за кадром. Отдельно в чистую сухую чашу выливаем белки и хорошо их взбиваем до устойчивой пены в течение 2-3 минут. Добавляем в горячее яблочное пюре хорошо набухший желатин и перемешиваем, пока он полностью растворится. Продолжая взбивать белки, тонкой струйкой вливаем повидло с желатином и взбиваем зефирный крем до тех пор, пока он не остынет до комнатной температуры и не загустеет. У меня на это ушло 10 минут. Вот такой устойчивый зефирный крем у нас получился. Поскольку в креме присутствует желатин, а он имеет способность быстро застывать, то крем необходимо использовать сразу. Берем кондитерский мешок с той же насадкой, через которую мы отсаживали бисквитное тесто, и перекладываем в него крем. Тем временем бисквитное печенье хорошо остыло. Достаем его из духовки, снимаем с пергамента, переворачиваем плоской стороной вверх и на 12 штук отсаживаем зефирный крем.
Убираем пирожные в холодильник минимум на 30 минут, чтобы крем застыл. А тем временем приготовим буше с шоколадной глазурью. Половину готовых лепешек будем покрывать шоколадной глазурью. Остальные переворачиваем гладкой стороной вверх для нанесения крема из взбитых сливок. А сейчас приготовим шоколадную глазурь. Темный шоколад и сливки отправляем в микроволновку, где подогреваем сливки до 40 градусов, а шоколад полностью растапливаем. В несколько приемов выливаем теплые сливки на шоколад и перемешиваем до однородной консистенции. Затем добавляем мягкое сливочное масло, хорошо смешиваем, пока масло полностью растает. Глазурь готова. Половину готовых лепешек буше окунаем верхней частью в шоколадную глазурь, вынимаем, переворачиваем и укладываем на решетку. А затем убираем их в холодильник, чтобы глазурь хорошо застыла. А тем временем взобьем сливки. В чашу для взбивания выливаем сильно охлажденные сливки и взбиваем их до состояния крема. Я использую сливки для взбивания шантипак, которые уже сладкие. Если вы будете использовать обычные жирные сливки, не забудьте добавить в них сахарную пудру. Спустя 5 минут сливки взбились. Вот такой крепкий, устойчивый сливочный крем у меня получился. Перекладываем взбитые сливки в кондитерский мешок с зубчатой насадкой и отсаживаем крем на перевернутое бисквитное печенье. Как видите, крема я не пожалела. В рецептуре укажу точное количество сливок, чтобы кремовая прослойка была немного меньше, как в классическом рецепте. Накрываем пирожные глазированными половинками и тоже убираем их в холодильник. А тем временем растопим белый и темный шоколад, чтобы нанести на пирожные характерный для них рисунок. Пересыпаем шоколад в маленькие кондитерские мешочки и отправляем их в микроволновку, чтобы шоколад растопился. Завязываем мешочки с растаявшим шоколадом, достаем из холодильника наши пирожные, срезаем самый кончик корнетика и наносим на пирожные характерный для них рисунок. На белые пирожные наносим узор в виде тонкой спирали из темного шоколада, а пирожные с шоколадной глазурью украшаем спиралью из белого шоколада. Наши пирожные буше готовы. У меня получилось 24 пирожных, по 12 каждого вида. Перед подачей дайте им постоять в холодильнике хотя бы час, чтобы бисквитное печенье стало более мягким. Буше получились очень вкусные и ароматные, в меру сладкие. Пирожные с воздушным кремом из взбитых сливок прекрасно сочетаются с вкуснейшей шоколадной глазурью. А легкая структура зефирного крема отлично дополняет и без того мягкий и нежный бисквит. Желаю всем приятного чаепития! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкусных тортов и десертов. Все ссылки на экране и в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами была Дина. До новых встреч и вкусных рецептов!